Приветствую вас, дорогие друзья! Мне очень приятно, что вам понравилась эта игрушка «Змея» или «Змей», как написали в комментариях. Мне, кстати, тоже это очень понравилось. Единственное, что я не могу придумать имя. Поэтому, если у вас будут варианты, пожалуйста, напишите в комментариях. Будет интересно почитать. И я назову мастер-класс именем, которое понравится и мне, и вам. И сейчас буквально пару слов, такой мини-обзор на игрушку. Вяжется она достаточно быстро за счет вот этого узора. Это узор морские ракушки или ракушки, там правильно назвать. Возможно, даже у вас был опыт вязания этим узором, тогда это будет еще быстрее. Вот, животик вязан столбиками с накидом и без накида. Вот, к расчетам я особо здесь не привязывалась. Вот только в начале, получается, мы когда вяжем вот этот хвостик, делаем определенные расчеты, а потом просто исходим из того, что есть. То есть довязываем до определенного места и вяжем животик. И просто здесь необходимо, наверное, больше внимательность, чтобы соблюдать вот эти цвета, не перепутать местами. Так, в принципе, не сложно вяжется. Вот, что еще хотела сказать. Вот здесь в хвостике, так как это вроде как гремучая змея или змей, здесь бусинки и бисер. Поэтому не знаю, слышно или нет на камеру, но она так немного тарахтит. Вот. Также очки связаны и шапочка. И пришита так слегка. Вот, чтобы она не спадала, точно так же очки пришиты. Вот здесь на мордочке утяжка, она не сложная. Ну и такая вот небольшая вышивка. Глаза тоже это вышивка. Кто вязал дракончика вместе со мной, дракон в худи, вот точно так же я вышивала глаза. Поэтому, если вы уже это делали, будет еще быстрее и проще. Что касается длины, я сделала и вот такой длины. Можно сделать ее короче, можно подлиннее. Это не принципиально. Единственное, что так как здесь игрушка вяжется по спирали, чтобы не было перекоса, чтобы не перекручивалось вязание в правую сторону, вот по спирали. Здесь просто через там 5, 6, 7 рядов. Как только я вижу, что уже начинает немножко идти в правую сторону, я просто здесь пропускала одну петелечку на животе, а с этой стороны делала прибавку. То есть у меня не было цели, чтобы животик был прям вот четко ровный. То есть змея, она же такая немного асимметричная в жизни. Вот, поэтому здесь я не привязывалась, тем более, что все равно ее как бы складывать там так или так, и чтобы немного был виден животик. Вот, ну, в принципе, это все. То есть вот это с хвоста мы будем вязать, и вот эта часть, она цельно вязаная вся идет, а потом отдельно я уже вязала голову и просто пришила, соединила как бы тело, можно так сказать, хвост, тело с головой. Поэтому длину вы можете выбрать, какая вам нравится. Можете вообще сделать длинную, чтобы ее там обкручивать несколько раз можно было. Это уже все как вам больше нравится. Просто в процессе вязания вы увидите, где делать прибавочки. Это в принципе несложно. Будете просто корректировать прибавками. Напомню, чтобы просто не перекрутилось у вас полотно. Вот так в принципе все рассказала. Сейчас расскажу по материалам, и можно будет
приступать. Так как наступающий год, 2025, у нас год деревянной змеи, поэтому я выбрала вот такие коричневые, бежевые оттенки для вязания. А так, я думаю, можно использовать любые цвета, будет очень красиво, разные сочетания. То есть вообще можете поэкспериментировать, потом, если что, фотографиями поделиться в телеграм-канале, будет очень интересно посмотреть. Вот, я буду вязать вторую такую же змею, для того, чтобы показать вам уже, как я вязала и эту. А потом, возможно, тоже поэкспериментирую и свяжу еще других цветов. Также у меня еще есть как бы в задумке несколько вариантов змеи. То есть, в общем, посмотрю, что будет и как. Сейчас по материалам. Итак, я использую ниточку Этамин, буду вязать, напомню, это у нас акрил 100%, в 30 граммах, 180 метров. Вы можете использовать любую пряжу, единственное, что если пряжа будет толще, соответственно и змея будет больше. Вот. Но здесь привязки, ни каркасов, ничего такого нет, поэтому здесь полет фантазии. Пожалуйста, экспериментируйте, любая пряжа подойдет. Итак, начнем. Основные цвета, которые именно цвета змеи. Здесь цвет у нас такой вот, он как кофейный, 447А. Темно-коричневый. Можно использовать Этамин. У меня просто остались. Я вязала лорда Волан-де-Морта, тоже есть на канале мастер-класс. И у меня остались вот такие вот две ниточки Лонгвул. Они, в принципе, похожие, как и Этамин. Здесь они, единственное, чуть-чуть толще. Сейчас я найду. Где тут? Да, в 30 граммах здесь 130 метров. Но лучше даже будет, если будете использовать тоже там, ну, в общем, одинаковую пряжу. Итак, на всякий случай Long Wool коричневый темный цвет H114. Дальше такой вот телесный бежевый 448C. Молочный цвет у нас 423 цвет. Кстати, пряжи идет не очень много. Если вы будете вязать не длинную змею, то я думаю, что по одному моточку, если у вас будет, можно будет связать даже 2 змеи, если они не длинные. То есть за счет того, что здесь цвета разные, мы их чередуем, поэтому пряжи идет немного. Дальше белая, это 421 цвет. Это основные цвета, которые я использовала для тела. Теперь дополнительные. Черный, это я вязала очки и глазки, зрачки. Стихами получается очки и зрачки. 422 цвет. Также вышивку я делала. Ниточка Этамин у нас 443 цвет, а это Long Wool, опять же есть и Этамин в таком оттенке, H112. И для шапочки я использовала оранжевый цвет 446. Это что касается пряжи. Дальше крючком я вязала номер 1. Также для хвостика, если вы хотите, чтобы он вот так вот трещал немного, вот я использовала это деревянные бусинки и бисер. Может быть, у вас с каких-то поделок оставались там бисер, бусинки, их буквально немножко нужно в одно самое крупное вот это колечко. То есть это не весь хвостик, только в самое крупненькое.
Вот, поэтому немного, в общем, нужно вот таких бусинок. Ну, можно заполнить просто холофайбером, это тоже по желанию. Также потребуются, понятное дело, ножнички, иголочки, булавочки для разметки, для сшивания деталей и холофайбер. Вот. Холофайбер тоже плотность, смотрите, может вы хотите более плоская, чтобы она была, тогда его меньше пойдет. Если такая плотненькая, ну, чуть-чуть больше. Ну, это, я думаю, и так понятно. Вот, в принципе, по материалам все. Да, еще может быть разве что сантиметровая лента. Ну, хотя, я же говорю, здесь к длине особо я не привязывалась. Это уже будете так смотреть по желанию, больше-меньше. Да, сейчас скажу, кстати, по длине, сколько эта змея. Вот. Я скажу длину, начиная от именно вот этого узора. То есть именно по чешуйкам. Вот 28,5, 29 это именно вот этот узор ракушками или ракушками. Вот по материалам это все. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к мастер-классу. Я думаю, что он будет состоять буквально там из нескольких частей. Вот, так как вяжется, напомню, эта змея не сложно. Благодарю вас за внимание, за просмотр и до встречи. Всем желаю вдохновения, успехов и хорошего настроения. До встречи. Пока-пока.